В предыдущей серии Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, и это канал о ремонте, отделке и строительстве. В этом ролике мы будем монтировать канализацию, прокладывать коммуникации по электрике и воде, а также делать обратную засыпку фундамента. Купил канализационные трубы. Удалось запихнуть все в свою машину. Сэкономил, 70 белорусских рублей на доставке. Вот, собственно говоря, весь комплект канализации для моего дома. Предварительно в программе SketchUp я нарисовал проект канализации, для того, чтобы правильно посчитать количество труб и соединительных элементов. И затем, точно по плану, сделать укладку труб относительно стен. Так как я покупал готовый проект, то, соответственно, там канализация была нарисована без учета привязки к моему участку, и выход в септик был совершенно с другой стороны. Еще хочу дать один совет по покупке канализационных труб. Предварительно в магазине или на рынке договаривайтесь так, чтобы купить большее количество, чем вы посчитали. Потому что невозможно все точно посчитать до одной единицы. И во избежание того, чтобы ездить туда-сюда на строительный рынок, договоритесь, что вы возьмете чуть больше, чем вам нужно, а потом лишнее вернете. Это сэкономит ваше время. Вымерили все диагонали. Склеили вот такие конструкции из 3 блоков. Специально для выставления блоков купили более точную рулетку. Она внутри с металлом, не так сильно растягивается. Напомню, что блоки по углам мы выставляли для того, чтобы знать, где будут границы внешних и, соответственно, внутренних стен, чтобы по ним, ориентируясь, вывести канализационные выходы. В противном случае канализацию можно вывести так, что она будет либо далеко от стены, либо прям попадет на место, где будет стена, и потом очень много будет геморроя все это переделать. Согласно моему нарисованному плану канализации, прокапываем траншею в уже утрамбованном грунте. Я посчитал, что лучше сначала все утрамбовать, а затем вырыть траншеи и заложить трубы, чем устанавливать трубы, а потом все аккуратно засыпать и трамбовать. Все точно вымеряется по отношению к стенам, тут важно не ошибиться. Все повороты канализации были собраны таким образом, чтобы не было углов 90 градусов. Вместо них использовали 2 соединительных элемента по 45 градусов. Канализация 110, оранжевая, для наружных работ. Производитель тут, разные. Армакан, Астендорф, еще какая-то польская. По жесткости вот эти все трубы, они SN8. Колени, маленькие трубы SN4. Предварительно с ребятами раскинули канализацию, как она будет идти, чтобы было все понятно. Проект я немножко изменил. Здесь у нас получается котельная. В котельной будет трап. Дальше идет ревизия. Ну, вот она будет ревизия. Дальше идет у нас хозкомната. В хозкомнате будет отдельно еще стоять туалет. Вот это вот выход. Потом идет дальше разводка. Это идет отвод на кухню. Это дальше на выход из дома. И там еще будут подсоединяться 2 санузла. Кухня. Это кухня. Тут будет
Ревизия. Ревизия будет выходить как раз-таки в мебельную конструкцию, то чтобы ее не было видно. Дальше идет труба. Вот она идет. Здесь у нас скопище тройников. Это вода с хозкомнаты и с кухни. Это с 2 санузлов. Это ревизия. Ну и дальше оно пойдет уже в септик. Септик будет вон там. Это выходы на первый санузел, душевая трап и выход на умывальник, туалет. Вот так вот предварительно разложили. Наклон трубы 2 сантиметра на метр. Сейчас это все соберем, закопаем и уже будем заниматься обратной засыпкой фундамента. После того, как предварительно все разложили и собрали, можно приступать к сборке канализации. Уклон контролировали при помощи 2-метрового пузырькового уровня. Выставили брусочки из дерева, подсыпали землю и утрамбовали основание под трубой. Также сделали во всех местах, где это возможно, ревизии. Ну и соответственно нужно соблюдать угол наклона трубы. Вот как выглядит собранная канализационная система. Во время строительства дома и обустройства участка постоянно нужно утрамбовывать грунт. И это очень важный этап работы, так как от него зависит все дальнейшее строительство дома. Оборудование Кидаса – отличное решение для строительства дома. Кидаса – это совместный проект компании Векпром и китайского производителя. Кидаса – это бренд, который надежно зарекомендовал себя в строительстве. Это профессиональное качественное строительное оборудование по приемлемой цене. Подходит как для работ на массовом производстве, так и для частного пользования и малоэтажного строительства. Под брендом Кидаса выпускаются виброплиты, вибротрамбовки и виброкатки, мотопомпы, оборудование по бетону, оборудование для бетона, осветительные мачты, компрессоры. Для моего проекта по строительству дома очень хорошо подойдет виброплита Кидаса MS64. Вес плиты 64 кг. Глубина уплотнения 200 мм. Бензиновый двигатель GX160, мощность 5,5 лошадиных сил. Скорость движения 24 метра в минуту. Емкость топливного бака 3,1 литра. Виброплита Кидаса предназначена для уплотнения почвы, асфальта, бетона и сыпучих материалов. Ссылка на оборудование Кидаса будет в описании к видео. Кидаса – это надежный партнер в строительстве. Так выглядит выход канализационной трубы из дома к септику. Помимо канализации, перед заливкой полов по грунту нужно проложить трубы для воды, а также все необходимые силовые коммуникации. Первым делом нужно поставить гильзы для ввода силовых кабелей в дом. При помощи садового бура делаем углубление под ростверк.
В качестве гильз используем канализационную трубу 50-ку. Буром выкрутили отверстие. Сейчас поставим две гильзы из канализационных труб для того, чтобы ввести в дом кабель. Вот они. Сейчас траншею копать у нас возможности нету, потому что здесь стоит куча блоков, а щиток как раз вон там за этими блоками. Поэтому сейчас мы просто закладываем сюда гильзу. И когда эти блоки будут уложены в коробку, мы там прокопаемся и с той стороны фундамента подсоединимся. Давай еще плотничком, насколько хватает силы. Все, оставляю вот так вот. Давай рядом следующий закручивай таким же образом. Этих КТРов видно не будет. Это все будет засыпано и залито стяжкой. Поэтому тут главное зафиксировать трубу. Не шибко красиво, но зато эффективно. Все, хватит. Все. Сейчас трубу, конец трубы, вот этот, куда будет входить в кабель в земле, мы оборачиваем целлофаном вот этим, чтобы сюда не попала земля. Ну, если она попадет, не страшно, потом можно будет все это достать. Ну, для облегчения работы просто сейчас обернем скотчем и целлофаном. Вторую трубу то же самое. Примерно померили расстояние, на какую будет глубину закапываться кабель. Ну и по такой глубине сделали трубу. Если вдруг что-то будет не так, трубу можно там потом в земле будет удлинить. Так, Дима, вставляю первую трубу. Вставляем КТР. Так, первую трубу. Подкручивай, но не поджимай. Где резинка? Чтобы сейчас ее мы по высоте стяжки выставили. Сейчас мы ее зафиксируем и выставим по высоте будущей стяжки, чтобы она торчала вот над стяжкой вот настолько. Первый раз делаю закладные под силовой кабель в доме. Не знаю, правильно или нет, кстати, вот кто это делает постоянно, напишите. Но я думаю, что отличие, наверное, в том, что я использовал канализационную трубу, а беру более дешевую ПНД трубу. Почему две трубы? Значит, одна труба у нас получается это электричество дома. Всего кабель 16×4. Вторая труба, кабель 16×4 тоже, но это будет чисто уже отдельно кабель на электрический котел. Трубы стоят, теперь просто все засыпаем землей и утрамбовываем. Сейчас здесь сделаем такую же гильзу для силового кабеля, который пойдет на другую сторону дома. То есть это кабель не в одной, это будет просто кабель идти на другую сторону дома. Там, если что, к нему будет подсоединяться баня
еще что-нибудь, на всякий случай он прокладывается. Сейчас мы будем просовывать силовой кабель в трубу ПНД. Труба ПНД диаметр 32 мм, надеюсь, влезет. Вот 24 метра мы планируем просунуть без каких-либо веревок, без ничего. Сам кабель 16×4, бляха-муха, чуть не упал. Сейчас. Короче, сам кабель 16×4, вот он. Ну, вот. Что из себя представляет этот кабель? Алюминиевый, он не особо дорогой, но очень толстый. Есть такой кабель бронированный, его можно прокладывать без трубы ПНД, но я лучше обычный кабель с трубой ПНД, получается дешевле в 1,5 раза. Сначала пробуем просунуть просто. Один человек держит. Вот трубу мы раскрутили и сейчас будем всувать. Идет? Ну вот. Будем смотреть. Ну. Еще идет потихонечку. Ну. Сейчас будем вдвоем пихать. Станислав Александрович, идите сюда. Еще можно подвесить. Ну. Сейчас будем вдвоем пихать. Идите помогайте, пихайте или держите. Это не сунешь-то. Сунем, уже почти всунули. Что вы? Смотри, конец какой еще. Какой конец тут пару метров? А вот это труднее, сопротивление больше и больше идет. Держите. Что тут держать? Трубу держите. Это трубу подержала. О. Опа. Держите. Держите, вы вдвоем пихаете меня, я один тут должен упираться. Разделывать. Сейчас, секундочку. Ну вот. Кабель просунули. Фу. Вот он, родненький. Значит, здесь он будет выходить под террасу. Под террасой будет щиток. Взял? Да, да. Доращивай, доращивай. А? Да без разницы. Бьет ее? Бьет? Ну, давай. Она пойдет. Должна пойдет. Сюда тогда просто. Херяч. Вверх. Помимо канализации, перед заливкой полов по грунту нужно проложить трубы для воды, а также все необходимые силовые коммуникации. Воду прокладываем точно таким же образом, как и электричество. Делаем гильзы, и потом, вот, когда эти кучи все песка уберутся, прокопаемся в колодец. Ну, оно потом прогонит это все. Пойдет здоровый булыжник какой, будет не весело.
Да, запускай сюда. Еще. Стоп. Ну, наверное, еще чуть-чуть давай. Ну, все, хватит, нормально. Все, теперь фиксируй там снизу. Сделай больше наклон. Не, вот снизу. А, вот это? Да, вот это выгни, прям вот так вот. Еще. Что, не выгибается? О, все, вот так вот, все. Первую трубу мы проложили в дальний санузел. Вторая труба идет через весь дом под террасу. Должно быть нормально. Так, коммуникации мы проложили. Здесь сделали две гильзы на ввод воды. Одна на ввод воды, одна запасная на всякий случай, если вдруг потом из дома понадобится воду пустить в гараж или в мастерскую. Это сделано на всякий случай. Эти две трубы идут. Одна труба идет за террасу, то есть к ней потом будет подсоединяться баня. А вот эта труба идет в два санузла, которые находятся вот там вот. Можно, конечно, потом будет по стяжке положить полипропиленом или шитым полиэтиленом, но на всякий случай еще одну трубу вывели. Так будет, по крайней мере, дешевле. Вот это вот сейчас мы все будем закапывать, проливать и потрамбовывать. Здесь два санузла, здесь получается у нас канализация и вода. И под террасой у нас будет... Вот идет вода. Вот идет электричество. И все оно будет выходить, ну, где-то вот здесь. А потом уже дальше, когда будет здесь что-то строиться, будем решать, как это правильно, ну, вывести. То есть дальше можно будет прокопать. И где-то вот там вот будет баня стоять. Поэтому сейчас пока неизвестно, где это все будет. Поэтому здесь оставляем все под террасой. Электричество и воду можно будет удлинить. Все, сейчас мы все это закапываем. Траншеи после закладки коммуникаций закапываются и утрамбовываются. Something that I'm breathing, telling me to sleep in. Fix behind my lids like nothing gets done. Living by a bad truth, swallow it like who knew. Marching to the drums like pam 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 pam. После того, как мы проложили все коммуникации, производим обратную засыпку фундамента, послойно с проливкой и трамбовкой. Слой засыпали по 20 см, проливали и утрамбовывали. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. Затем приехал погрузчик и начал раскидывать ПГС по комнатам, а мы в свою очередь за ним раскидывали, разравнивали, проливали и утрамбовывали.
На обратной засыпке фундамента работало 7 человек, не считая водителя-погрузчика. I have a secret. Life is playing preach. Just tell nobody my secret. Drowning out the teaching. God, I have a secret. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 Can't do that. No, I can't do. Can't do. Can't do that. No, I can't do that. Can't do that. No, I can't do that. I'm just a fake silhouette, avoiding every threat. I wanna stay like a silhouette, but I can't do that. No, I can't do that. 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 Всю основную работу сделали за один день. Основная засыпка закончена. Сейчас выравниваем основание таким образом, чтобы осталось 10 сантиметров на бетонную подготовку. Вот этот не хватило у нас чуть-чуть ПГСа, поэтому попросил, чтобы экскаваторщик закинул сюда еще песка. Ну, вот финишный слой, скорее всего, сделаем им. Сейчас ребята будут выравнивать основание, ну, уже делать финишное основание и выкапывать микрофундамент под перегородки. У нас основная проблема была в том, что ТОшка не могла заехать с этой стороны, потому что здесь, ну, и блоки стоят, и с той стороны там коммуникации, и поэтому он закидывал песок с тех вот сторон со всех и уже вручную сюда дальше раскидывали. Потому что если бы он мог, конечно, закинуть с этой стороны, то проблем бы вообще никаких не было. За раз он своим ковшом, наверное, 2 куба закидывал. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Продолжение следует.